Всем привет! В комментариях меня часто спрашивают, почему фиалочка долго сидит на одном месте и не цветет, или цветет очень-очень скудно. Значит, если фиалочка не цветет, значит ее что-то не устраивает, и надо найти причину. Возможно, вы что-то делаете не так. И вот сегодня мы поговорим с вами об основных моментах. Значит, фиалочка может не цвести, если она посажена у вас в слишком большой горшок. В большом горшке она будет наращивать корневую систему, будет наращивать листву, и ей будет недоцветение. Горшок должен быть не более 9 сантиметров в диаметре, это максимум. Горшок должен быть пластиковым, потому что, например, керамический он не подойдет. Фиалочка плохо себя будет чувствовать в таком горшке, и он может стать причиной гниения и заболачивания почвы. Вот такой самый обычный пластмассовый горшок, это у меня 7 в диаметре. Он легкий, он воздухопроницаемый, и вот такие горшочки идеально подходят для фиалочек. Или в любые такие вот емкости тоже в диаметре, вот это 6, 7, это кофейные чашки, такие тоже идеально подходят для выращивания фиалок. Значит, следующий момент — это почва. Почва для фиалки должна быть сбалансированная. Почва должна быть бедная. Слишком тяжелый, слишком плотный грунт, он не даст развиваться нормально корневой системе. Даже если вы покупаете специальный грунт, где так и написано «для фиалок», он также не совсем подойдет. В него еще нужно добавить, например, разрыхлители, например, вермикулит. Он поможет удерживать влагу и питать корни кислородом. Поэтому почва — это также важный момент, обратите на это внимание. Далее, что касается освещения. Фиалка светолюбивое растение, она любит рассеянный яркий свет. Поэтому, если у вас нет возможности удовлетворить требованиям цветка, то можно подсвечивать фиалки примерно 10-11 часов с помощью искусственного освещения. Особенно на первых порах, в период формирования розетки. Если у вас, например, освещение установлено неправильно, листья начнут разворачиваться в сторону источника света. Поэтому также важно установить правильное освещение, чтобы фиалочка нормально развивалась, у нее была симметричная розетка. Далее, что касается подкормок и удобрений. Значит, для цветения фиалочку не нужно заливать азотом или, например, только калием. Излишек азота он приведет к тому, что растение будет наращивать новые листья, новые придатки, пасынки. А калий, например, также негативно повлияет на рост растения и может вызвать пожелтение листвы. Поэтому в удобрении для цветения, для закладки бутонов обязательно должен присутствовать фосфор. Также обратите на это внимание. Далее, что касается полива. При недостатке влаги фиалка засохнет, при переизбытке она загниет, поэтому везде должен быть баланс, нужно соблюдать меру, вода должна быть отстоянной, комнатной температуры, и поливать в умеренном количестве. Не нужно ее заливать, не нужно делать болото у фиалки или чтобы она совсем пересохла, потому что если она у вас совсем пересохнет, то также нужно правильно ее отпаивать маленькими порциями, маленьким количеством, чтобы корни смогли справиться с этой проблемой и фиалочка могла восстановиться. Поэтому тоже нужно внимательно следить за поливом. Поливать можно уже кому как удобно, это может быть верхний полив, нижний полив, через поддон, фитильный полив или капиллярные маты используют, кому как нравится, но везде должна быть мера. Далее, что касается температуры. Значит, если фиалка, например, стоит у вас в прохладном месте, то цветение, скорее всего, будет скудное и рост будет незначительный. Фиалочки боятся сквозняков, боятся холода, и поэтому корневая система, она может переохладиться, и фиалочка может погибнуть. Но и на солнце держать фиалочку также нельзя, потому что она начнет увядать, и появятся некрасивые пятна на листиках, тоже ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому нужна оптимальная температура для фиалок. Это примерно где-то 18-25 градусов. Также фиалочка может не цвести, например, из-за болезней, из-за вредителей. Поэтому внимательно присмотритесь
к вашим фиалочкам, к почве, к листикам. Быть может, заметны будут признаки каких-то вредителей, инфекций. И если вы что-то увидите, то, конечно, нужно принять меры, нужно спасать фиалочку, нужно обрабатывать ее. Поэтому тоже внимательно присмотритесь к цветку. Ну и последний момент. Фиалочка может не цвести, если она уже слишком старая. Такую фиалочку нужно пересадить, а еще лучше омолодить. Если у фиалочку вытянулся стволик, стал такой оголившимся, то фиалочку нужно омолодить. У меня есть видео на канале, как это сделать, поэтому кому интересно, можете посмотреть. Вот мы с вами рассмотрели основные нюансы, основные моменты, придерживаясь которых фиалочка обязательно зацветет, обязательно порадует вас пышным цветением. На этом, пожалуй, я буду заканчивать это видео. Оставляйте свои комментарии. Всем чудесного настроения. Всем пока!